Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Тема сегодняшнего выпуска – любимейшее мною направление ароматы с нотой ладан. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего уже не надо нам, никого уже не жаль. В моей коллекции очень много композиций парфюмерных с нотой ладана. Я расскажу сегодня о тех, где эта нота солирует. В свое время я искала целенаправленно ароматы, посвященные ладану, разному ладану. Начнем с классического Шалимара в парфюмерной воде, перевыпуск недавний. И здесь, конечно, у нас с вами ладан. Один из очевиднейших. Восточный, аромат восточного храма. Ну, здесь, кроме ладана, конечно, есть смолы, сандал, ваниль и цветы, но все же ладан – это основной аромат этой парфюмерной композиции. Не буду долго останавливаться на тех, которые уже присутствовали во многих моих предыдущих выпусках. Следующий аромат, не менее прекрасный и не менее классический, это аромат опиум Ив Сен-Лоран в концентрации, опять же, парфюмированной воды. Опять же, для меня это очевиднейший ладан индийского буддийского храма. Смолы, ладан, сандал, другие деревяшки и специи. Об опиуме я рассказывала вам, кажется, уже не один раз. Это мой любимчик из всей коллекции. Поэтому не буду на нем также долго задерживаться. Аромат, где я слышу ладан цветочный, а именно ландышевый, и это Кузнецкий мост от Новой Зари. После нанесения, когда проходит первая мыльность такая, сразу выходят ландыши и церковный ладан. Идем дальше. Не могу не назвать аромат Gypsy Water от Байреда, поскольку там я тоже слышу одним из основных солирует здесь ладан. Видите, распылитель байредовский немножко подкачал. Ну, не в чистом виде, конечно, здесь дымность такая вот прекрасная есть, цветочность присутствует, специевость, но ладан на первом месте, на мой взгляд. Пробегусь вкратце по тем ароматам, которые уже много раз мною освещались. Patchouli Magic Новая Заря парфюм, конечно, тоже вместе с аптечностью, сандаловостью, бергамотностью выходит ладан и сидит здесь до конца композиции. Очень нравится и люблю. Ну и, конечно же, прекрасная, вечная, классическая пятерка от Шанель. Для меня это аромат, где ладан слышен где-то в середине раскрытия. И этим он делает аромат торжественным. Для меня это тоже аромат связан с некой настройкой на духовный лад, знаете, на такое состояние духа, который главенствует над какими-то материальными вещами. Поэтому Шанель 5 для меня это всегда аромат внутренней собранности, внутренней чистоты и возвышенности состояния духа. Я также хотела бы отметить, что ладан я слышу в моей винтажной красной Москве, где-то середины 80-х этот аромат у меня. Вот сегодня нанесла специально перед выпуском сейчас на кожу пару капель и сижу, благоухаю в облаке, таком, знаете, ванильная специевость уже прошла. Здесь практически нет гвоздики, именно в винтаже, но здесь явно слышен цветочный ладан. Жасмин, роза, скорее вот ладан с розовой одушкой. Ароматы ладана же, они имеют разные цветочные вариации, да. Вот, поэтому здесь я слышу тоже однозначно ладан.
Переходим теперь к ароматам, о которых я практически не рассказывала, которые есть в моей коллекции, которые я тоже отношу к направлению ладанных ароматов. Лулу Кашарель 82-го, кажется, года или 79-го. Тут я могу ошибиться. Люблю этот аромат. Он, конечно, изначально звучит как аромат лилии цветов. И явно здесь есть что-то такое со сливой. Но потом в середине аромата, когда он уже усел на кожу, на одежду, на волосы, я здесь слышу, опять же, такой добрый, достаточно тяжелый ладан, ближе, кстати, к православному храму. Мне нравится этот аромат, он тяжелый, он стойкий и объемный, но для меня это тоже аромат нечистых цветов, аромат храмовый. Прекрасный образец моей коллекции в направлении ладана Love Me Новой Зари, парфюмированная вода. Не сохранился у меня, коробочки не сохранилось, футляр где-то потерялся. Но Love Me был у Новой Зари в 2 флаконах. Еще есть такой красный флакон, я его здесь просто не представила, у меня тоже есть. Вот. И вот обычный кирпичик. Здесь раскрываются восточные специи. Что-то такое фруктовое, может быть, абрикосы или слива, и дальше, может быть, даже яблоко. И дальше, чуть позже, остается на волосах аромат ладана. Не могу не показать вам, на мой взгляд, очевидно, ладанный аромат от агента-провокатора. Это фланкер агента-провокатора Лажа. Лежан, наверное, правильно произнести, Лежан. Парфюмированная вода у меня в тестере. Когда я продолжала поиски на тему ладана и нашла вот именно этот фланкер, я носила до этого классического агента-провокатора, но там явная мускусная роза, тоже очень нравилась в свое время. И вот когда я встретила Лежан, я просто умилилась. Тут, конечно, аромат такой очень тоже тяжелый, восточный, а может быть даже не восточный, может быть православного храма. Но ладан тут однозначно одна из основных нот, и все остальное вот от классического провокатора практически отсутствует здесь. Ну, розы здесь нет, здесь есть специи сильные. Ну и ладно. Красивый аромат. Он мне нравится даже больше, чем классический провокатор. Единственное, он достаточно тяжелый, я бы сказала, такой зимне-вечерний вариант. Представлю вам еще свой раритет своей коллекции. Снятость от Новой Зари Шалилар, который явно отсылает нас к первоисточнику Шалимару Герлена, да, и они попытались, вот голубенькая жидкость, сейчас ее уже не выпускают, кстати, желтенькую тоже не выпускают, она у меня есть, но там совсем другая композиция. Шалилар голубенький, это отсылка к Шалимару герленовскому, и он очень похож. Ну, как похож? Тут нету великолепной герленовской ванили, самая изящная часть композиции Герлен. Здесь есть некая дымность, присутствуют такие покрышки, попытка их воссоздать из-за оригинального запаха герленовского. И дальше здесь есть специи, дымность такой, как будто бы, знаете, мы сидим у костра на природе. И здесь есть опять же ладан. Красивый аромат, тяжелый и такой, знаете, унисексовый, даже, я бы сказала, совсем не женский. Но мне нравится, я ношу. Осталось еще сказать о трех прекрасных ароматах. Вот у меня есть такой небольшой вот пробничек от прекрасного современного парфюмера итальянского происхождения Микеле Бьянчи, который у нас на рынке представлен в парфюмерном, нишевой парфюмерии. У него есть порядка 15-20, наверное, уже ароматов разных. Это такой парфюмер очень незаурядный, интересный, Микеле Бьянчи. И он выпускает в основном моноароматы. Часто, не только, но часто. Вот ладан один из них. И когда я встретила и этот ладан, Микеле Бьянчи, я поняла, что, пожалуй, мой поиск в направлении ладана подходит к концу. Потому что вот именно его аромат, на мой взгляд, это аромат
католического ладана. Нет, ну да, католического ладана. Есть некие отличия, да, между ладаном православной церкви, сами благовония, состав их иной, вот, и католическими, протестантскими храмами. Вот это типичный католический ладан для меня. Так он и называется, у Микеле ладан. Ознакомьтесь, пожалуйста, прям великолепный. Стойкость фантастическая. Мне кажется, это как концентрат даже, не как парфюмированная вода или духи, а как концентрат. Как-то были на концерте органной музыки с супругом и были в этом аромате. Он прям позволил усилить впечатление от концерта. В костеле слушали концерт. Еще я расскажу вам о очень ценном экземпляре моей коллекции. Это миниатюрка Chanel 22, выпущенный в 22 году домом Chanel. И этот аромат полностью закрыл мои поиски, потому что здесь я нашла то, что я искала. Это ладан православного храма. Больше здесь нет ничего. Как ни странно, в самой официальной пирамиде ладан вообще отсутствует у этого аромата. Но при нанесении на кожу сразу он слышен. И до самого конца. Я бы назвала его моноароматом ладана. Ну, это мое, конечно, скромное мнение. Так я слышу его. Подчеркну, в аромате, в пирамиде официальной вообще нету ладана. Но, тем не менее, здесь он основной, и более, пожалуй, нету ничего здесь. Очень красивый, парфюмированная вода. 22 год выпуска дома Chanel. Возможно, когда-то мне посчастливится приобрести полноценный, полноразмерный флакон данного аромата. И завершу я разговор сегодняшний об ладане в моей парфюмерной коллекции ароматом классическим Magie Noir от Lancôme. Парфюмированная туалетная вода, концентрация, недавнего выпуска 2019 года. Когда наносишь этот аромат, через несколько минут на моей коже остается практически только моноаромат ладана. Вот через какое-то время, через полчаса приблизительно. Поэтому, конечно, однозначно для меня это тоже церковный аромат. На сегодня все. Буду очень рада услышать ваши комментарии на тему ладанных ароматов. Нравится вам вообще это направление или нет? Поскольку я коллекционирую в основном восточное направление, у меня очень много ароматов с этой нотой. А как дело обстоит в вашей коллекции? Расскажите мне, пожалуйста. Не забывайте, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!